В очередной раз мне нужно будет разбирать мотоцикл для того, чтобы исправить сцепление. Оно все так же дергается при трогании, и чем горячее мотоцикл становится, тем более ярко выражено это становится, под нагрузкой особенно. Если трогаться в гору, либо по песку, то там внутри прям какой-то скрежет. Я уже заказал диски в идеальном состоянии для замены внутри корзины сцепления. И феррадои, железные, но так как у меня еще есть один идеальный диск, я хочу заменить тот диск металлический, который был искажен, ну, искривлен там внутри корзины. Пока они не пришли, я хочу провести эксперимент. Вдруг мне удастся малыми силами провести этот ремонт. Вот, теперь мы немножко зачистим место, где находится сливной болт масла. Он находится вот здесь. Протрем его тряпочкой и начнем сливать масло. Так. Потому что это масло мы будем использовать повторно. Дашенька с нами разговаривает. Для откручивания этого болта нам подойдет ключ на 17. Лучше всего использовать такой вот с накидной. Берем этот ключ, гайка откручивается в обыкновенную сторону, слишком большое усилие не нужно прикладывать, если оно, конечно, не было приложено, когда мы в прошлый раз его закручивали. Так, еще разок попробуем. О, пошел. Ну а теперь, естественно, наша задача открутить его полностью и не очень сильно выпачкать тут все маслом. Поэтому я, наверное, его сначала приоткручу. Думаю, пусть он спокойно себе падает. Хотя нет, хотелось бы, чтобы он не упал. Так. Угу, неудобненько. Так, еще немножко. И вся рука у меня будет в масле. Оп. Пошел слив масла. Масло на вид довольно черное. Синтетика вымывает грязь, нагар. Надеюсь, что мотор от этого станет теперь гораздо чище. Ох, как много наливается. Сейчас надо заменить баночку. Для того, чтобы остатки масла не выливались из мотоцикла, когда мы откроем крышку, левую крышку сцепления, сначала нужно будет, я его наклонил на бок и буду освобождать крышку от трубы и подножки. Достаточно снять только одну трубу, они у меня раздельно крепятся. И подножку опустить вниз на вот этом вот рычаге. И доступ ко всем шестигранникам откручивания крышки у нас откроется. Ну, первым делом открутим подножку. Тут головка на 14. После того, как мы ее снимем, нужно будет сразу же отсоединить пружинку на жабку тормоза, на выключатель тормоза. Иначе эта пружинка по неаккуратности может разогнуться, она довольно мягкая. Все болтики и гаечки складываем в отдельную бумажную коробочку, чтобы потом их от пыли и грязи не оттирать, не отмывать. Кстати говоря, подножка тормоза у меня как-то подзакусывает, у нее появился лишний люфт, и нужно будет с этим тоже как-то побороться, пока она снята. Так, отсоединяем и отодвигаем ее вниз, насколько это возможно. Так вот, например. С помощью головки на 12 мы чуть-чуть приотпустим крепление выхлопной трубы на цилиндре, потому что потом, когда мы начнем откручивать заднюю часть трубы, это крепление начнет шевелиться и как бы нам не повредить посадочные места. Тут у нас головка на 12.
Немножко одну сторону. Немножко другую сторону. Ну, в принципе, по идее, нам бы надо эти гаечки снять полностью. После того, как случилась авария с этим мотоциклом у прошлого хозяина, труба вывернулась таким образом, что почему-то хочет сниматься с рамы только если ее раскрутить еще и посередине. А так как мы этого не хотим, то скорее всего мы трубу просто оставим висеть в таком расслабленном состоянии. Так. Покажем, где тут эти болтики. Хотя, конечно, хотелось бы ее убрать полностью, потому что она будет немножко мешать. Болты эти всегда ржавые, гайки такие оранжевые. Даже не знаю, почему они всегда такие ржавые здесь. Понятно, что они сильно нагреваются, но на Яве такого не было. Из-за того, что во время падения трубы изогнулись, они изогнули еще и крепление, на котором установлены. И в результате болтик крепления трубы начал царапать по маятнику, свежевыкрашенному, отремонтированному мной. И процарапал здесь такую полосочку. Короче, в результате я подумал, что обойдется это крепление трубы всего одним болтиком. И по прошествии многих километров, сотен километров, выяснилось, что все хорошо, болтик спокойно себе держит. Вот так вот. Вот, хорошо. И откручиваем трубу. Вот теперь мы вытаскиваем этот болтик. Вот он. И освободив трубу там в районе выхлопа, чуть-чуть ее приотпускаем. Так, этого мало. Надо освободить ее сильнее. Мотоцикл здесь шевелится, да? Вот. Это, пожалуй, то, чего мы можем добиться с легкостью. Прежде чем откручивать крышку сцепления, нужно обязательно протереть по стыку вокруг этой крышки, чтобы потом, когда мы будем ее снимать, туда не нападало всякой грязи, и мы смогли с легкостью собрать без песчинок на плоскостях соединения крышки и картера двигателя. Так что сейчас немножечко это все запшикаем, а потом протрем салфеточкой. Не везде это легко и доступно сделать. Но там, где это доступно и легко, надо сделать прямо обязательно, а там, где менее доступно, там, ну, желательно. Так. Когда это все будет уже снято, может быть, и легче было бы его почистить, но будет вероятность попадания грязи в двигатель, а это прям очень нежелательно. Прям крайне нежелательно. Так. Тут, к сожалению, бессмысленно это делать, потому что крышка частично выступает выше соединения. И до места соединения не добраться. Так, что тут у нас? Рама. О, имеет потертости. Нужно будет закрасить. Это же обычное дело, правильно? Для рамы. Для того, чтобы снимать эту крышку, нам нужен шестигранник на 5. И, кстати, не везде на 5. Где-то на 5, а где-то и поменьше. Где-то, наверное, на 4. Вот здесь вот. Болтов здесь много, поэтому я стараюсь их как бы запоминать или записывать на видео, как я их откручиваю, чтобы потом не перепутывать их при сборке. Многие из них разной длины. Так.
Вот так вот. Ну вот, например, вот эту крышечку, она просто декоративная, прикрывает еще несколько болтов. Я положу вместе с болтами в пакет полиэтиленовый. Усилие на всех этих крышках должно быть небольшое, потому что сорвать резьбу здесь ничего не стоит. На мой взгляд, лучше иметь хорошую прокладочку, которую я изготовлю сам. Я специально для этого купил 0,5 картон, чем затягивать на дурняк, чтобы только не протекала масличка. Так, шестигранник на 6. Вот, видно, что я и в прошлый раз затягивал их не сильно. Так. К сожалению, у меня нет динамометрического ключа. Мне его хочется, но меня останавливает то, что их надо несколько. Скольки там, от 10 до 30, наверное, да, и от 30 до 120. Как минимум 2, если такие есть. Я еще не особо разбирался на рынке динамометрических ключей. Поэтому пока что так. Если я начну разбирать такие серьезные вещи, как, например, корзину захочу снять полностью, то для установки корзины на место, скорее всего, динамометрический ключ все-таки надо будет приобрести. Ну, тогда и все болтики до единого буду закручивать с помощью него. Вот эту крышку, которая закрывает масляный фильтр, я тоже сниму целиком вместе с болтами и сложу в полиэтиленовый пакет. Таким образом уменьшу себе хлопоты по вспоминанию, где какие болтики были вкручены. На этой крышке часто бывает сминается резиновое колечко, которое можно подобрать потом по диаметру в любом автомобильном магазине и прикупить вот это колечко. Оно сейчас, кстати, осталось у меня на крышке прилипшее. Его лучше бы вставить в крышку, в маленькую крышку, и вставляем в пакет. Ну, теперь оставшиеся откручиваем. Сначала посрываем их все по кругу. Так. К нижним будет сложный доступ, придется трубу пошевеливать. Так. Вот, но остались теперь только нижние. Давай-ка мы их так, шестигранник не вставляется, придется вставлять его вот так вот и прокручивать ключиком. Например, вот так вот. А как? Ой, легко. В прошлый раз я вообще не стал их перетягивать. Ну и я и в этот раз не буду перетягивать. Пусть лучше немножко маслечко сочится. И я потихонечку после нескольких нагревов подтяну еще капельку, чем, допустим, я их сорву. И что потом? Нарезать новую резьбу. Это довольно трудно. Тут очень тонкие стенки и мало места. Итак, начнем выкручивать эти болты по очереди. Здесь у нас короткий. Насколько я помню, тут идет целая серия одинаковых, и только тут несколько удлиненных. Ну, сейчас мы это посмотрим. Такой же точно.
тот же. Где-то здесь у нас подлиннее пойдут. Вот, длиннее на 1 сантиметр. Длиннее, чем тот, еще на 1 сантиметр. Так, и тут уже так просто не пойдет. И так не выходит. Ну ладно, он легко крутится. Нет. Прокладку я буду вырезать из электрокартона 0,5 миллиметров. Он какой-то такой прессованный, такой твердый, очень короткий, короче, чем все предыдущие даже. Потом вот здесь, на вот этих вот болтах нижних, присутствует специальное крепление, поджимающее провод, который идет по низу вдоль двигателя. Ну, как проводку. Не провод, наверное, там рукав. Вот такая вот штучка. Они одинаковые на всех болтах. И при прошлой сборке я, кстати, тоже короткий, самый короткий. И при прошлой сборке я такой один кронштейн забыл прикрутить. И теперь я должен его вернуть на место. И он, наверное, здесь стоял. Наверное, он здесь стоял. И прижимал здесь этот кабель тоже. Либо там вдали. Ну, в общем, это будет видно позже. Откручиваем все болты. Здесь тоже этот кронштейн будет стоять. Я отсканировал крышку на компьютере. Она, правда, ну, как бы в моем ФУ не влезла целиком, поэтому я был вынужден сделать это дважды. Но зато опять короткий и кронштейн. Зато это обошлось без искажений формы, как это было бы, если бы я фотографировал. И соединив их в фотошопе вместе, я распечатал на принтере, опять-таки из двух кусков, склеил, соединил, сделал из этого шаблон и вырезал картон. В прошлый раз у меня это получилось хорошо. Главное не забывать продырявить все дырочки, по которым идет масло через прокладку. Нам заранее известно, что когда мы начнем снимать крышку, то из-под нее остатки масла, которые стекали по ее стенке, они начнут стекать вниз на все болты, на картер двигателя и так далее. А мне не хочется, чтобы она выпачкивалась. Поэтому я здесь разложил салфеточку. Часто бывает так, что крышка прикипает, прилипает прокладка, поэтому нужно быть осторожным, подергивать потихонечку с разных сторон. Но мою прокладку я снимал не так давно. Вот эти два уха мешают. Оп, упала. И потечет сейчас все масло. Вернем на место. Так. Опа. Вот и все. Обошлось. Хотя что-то там могло и зацепиться. Надо немножко вот так. Вот. Отошла слегка здесь вот прокладочка. Но она все еще живая. То есть, наверное, могу я ее еще пока что не заменять. Посмотрим на нее. Прокладочка. Вот порыв раз. И порыв два, но все не сквозное. И масло сквозь него не протекало. Проведем небольшой осмотр нашего пространства. Вот здесь вот через канал поступает масло. Может быть поступает, может быть возвращается. Это вот шестерни привода маслонасоса. Кстати говоря, шестерня маслонасоса пластмассовая. Вот у нас идет цепь на натяжителе и вернее на успокоителе, и успокоитель
немного шевелится на своем месте. Не знаю, должно быть так или нет. Есть у него легкий люфт. А вот цепь я недавно проверял. Натяжитель выдвинут всего на половину своего хода, даже меньше. На чуть больше, чем на треть. Вот там вот в дырочке видно коленвал. И само сцепление, крышка, корзина, как это называется, пакет дисков феррадои металлических, 5 гаек. Вот это вот, это шток регулировки предварительного выжима, то есть выбирать зазор между ручкой сцепления и нажимным штоком. В общем, что вот эти вот гаечки нужно очень аккуратно крутить, не затягивать, не перетягивать. Они под воздействием пружин очень фиксируются хорошо, поэтому супер крепко их затягивать нет никакого смысла. Головка на 10. Начнем откручивать эти вот гаечки, болтики. Как видно, усилие очень маленькое. Я не рискую своей корзиной, и ничего с ними не случается. Вот, под воздействием пружин они и так сами по себе довольно хорошо крепятся. Прям рукой трудно проворачивать. Диски не так давно я перепроверял. Но, к сожалению, это не дало нужного результата. Ну как, я ничего не менял в них. Я просто подтер их, проверил, что они, в общем-то, в порядке. Подзачистил их наждаком на зеркале, чтобы они ровные оставались. Набил им риску, но это все ничего не дало. То есть что-то там при нагреве все-таки неровное. Один из дисков имел очень маленькую неровность, которая не выходила за рамки, указанные в мануале. Вот прям в одном месте под него проходил щуп гораздо тоньше, чем должен был по мануалу. Вот сейчас не помню, какой именно. Ну, теперь я его хочу заменить, потому что как бы спецэффекты остались. Если и это не поможет, тогда я заменю весь набор сцепления. Ну, не на новый, а на такой, который практически не ходил. Есть у меня хороший товарищ, который занимается бэушными запчастями из Японии. Так, ну а теперь пришло время снимать наши крышки, диски. Прям вот так вот всем скопом снимем. Тут вот на корзине, вот тут вот есть две точки. Они указывают место, где должны располагаться диски, вот с такими вот тройными прорезями, как вот здесь. Вот этими вот, между двумя точками их. В принципе и все, кроме основного таких вещей, как, например, что диски металлические, они имеют с одной стороны скругленную поверхность, а с другой стороны отшлифованную. Так вот, скругленной поверхностью они все должны быть повернуты к двигателю. Пожалуй, все.